Всем привет, это будет короткий и, наверное, полезный ролик. Возможно, он кому-то поможет, и он ни в коем разе не агитирует за парение, вейпинг, курение и вообще вредные привычки, к которым, в общем-то, я отнес бы и вейпинг. Если можешь, лучше бросить все это неестественное дерьмо. Туда же я бы, кстати, отнес не только никотин, но и кофеин, и сахар, и алкоголь. Они тоже вызывают зависимость. Ладно, о чем я хотел поговорить. Недавно наткнулся на очень интересное и, можно так сказать, показательное видео на таком популярном канале, как Сливки Шоу. Я думаю, все прекрасно понимают, что это не реклама, этот канал не нуждается в рекламе, но на всякий ссылку я оставлю в описании этого ролика. В общем, в чем там суть и зачем я вообще сейчас это снимаю? Давай сначала, зачем я это снимаю. У меня, как и, в общем-то, у многих из нас, есть друзья, родственники, знакомые, которые как бы электроночку парят и как бы сишки покуривают. Или в стиле «курю, когда выпью». Так вот, я показал одному такому другу эти два видоса, и там настолько наглядно показан весь отврат, который копится в ваших легких при курении, что он реально бросил курить и остался только на электронке. Он еще снюс херачит, но это отдельная тема. В общем, от снюса он не отказался, хотя я совсем недавно показывал очень даже годную альтернативную тему снюсу. Это леденцы с никотином НЗТ, сейчас они даже где-то здесь стоят. Вот. То есть способ применения, можно сказать, такой же, как снюс, только это не так отвратительно. В одном 3 миллиграмма и бывает еще 18. Ну, то есть, блин, это намного приятнее, чем снюс. Ну ладно, сейчас не об этом, а о видосах, курении и парении. Там, конечно, довольно спорное сравнение, ну типа 60 мл жидкости против 300 сигарет. А 300 сигарет это где-то 30 пачек, если я не ошибаюсь. То есть в среднем столько человек выкуривает за месяц, по пачке в день. Ну реал, просто посмотрите, сколько дерьма попадает в ваш организм или организм ваших друзей и знакомых за месяц. А за год. Есть статистика, и с ней хер поспоришь. Около 10-15% курильщиков заболевают раком легких, а порядка 90% заболевших раком легких это курильщики. После того, как человек бросает курить, риск заболеть постепенно снижается. Его степень зависит от того, сколько человек курил до этого. Но в среднем у бывшего курильщика риск заболеть раком легких достигает уровня риска некурящего человека примерно через 10 лет после отказа от курения. Только задумайся, организм восстанавливается порядка 10 лет до нормального состояния некурящего человека. Ни недельку, ни две, как везде пишут и говорят, 10, мать его, лет. И с другой стороны, в видосе электронка и тот же эксперимент, где компрессор вытягивает через тот же резервуар с ватой 60 мл жидкости из iJust, что, конечно, несоизмеримо с месячным потреблением жидкости, в отличие от 300 сигарет, и жидкость без никотина, но суть определенно понятна и очень наглядна. На вате конденсируется немного пищевых аром, глицерин и пропилен. Через легкие они попадают в ваш организм и выводятся оттуда естественным путем, что, в общем-то, происходит и в жизни многих людей, не имеющих никакого отношения к вейпингу. Про пищевые ароматизаторы, думаю, понятно о чем, и они есть почти везде. Глицерин тоже активно используется в пищевой промышленности, например, в производстве выпечки. Так вот, о чем я? Даже если сделать коллерацию с месячным потреблением электронной сигареты и аналоговой, результат не сильно изменится. Просто в резервуаре будет очень большое количество жидкости, но там не будет вот этой жести в виде смол и прочего дерьма. Только посмотрите, как это выглядит. Все это очень долго выводится из легких, до исследований, показывающих вред электронной сигареты, вменяемых исследований, я так и не видел. Были какие-то тупые вбросы в СМИ, но на деле они воду туда-сюда переливали, причем эти исследования активно проплачивались табачными лобби, так как вейпинг съел у них часть рынка. Если что, это мое оценочное суждение, основанное на простой математике, ведь это огромная куча бабла. Один табачный клиент около 30 пачек в день, и это зависимость на физиологическом и психологическом уровне, как поесть, то есть человек все равно будет покупать. В 2016-м потребители табачной продукции называли себя
26% населения нашей страны. Я, если что, сейчас про Россию знаю, что будут смотреть и из других стран, но стата будет по России. В 2016 году население было около 144 миллионов человек. Давай посчитаем. 26% это 26% от 144 миллионов, это около 37 миллионов курильщиков, каждый из которых в среднем покупает по 30 пачек в месяц, ну, по пачке в день. А сиги стоят около сотки. Понятно, что туда включен акциз, табачники получают не все, но давай посчитаем грязное количество денег. Да, в принципе, что тут считать? 37 миллионов курят, умножаем на 100 рублей за пачки, прибавляется 2 нолика, получается что-то в районе 3 миллиардов 700 миллионов. Короче, почти 4 миллиарда рублей. Хотя стопы, это если они по одной пачке купили, а если они покупают по 30 в месяц, 4 миллиарда умножаем на 30 пачек. В общем, это довольно грубый подсчет, и получается где-то 120 миллиардов рублей за месяц. Даже если 5% оттуда ушло в вейпинг, это огромные деньги. Ладно, говорят, чужие деньги считать некрасиво, но купленные вбросы в СМИ в прошлом году сделали свое дело, и развитие вейпинга сильно притормозилось. Хотел покороче, но что-то мысль сильно разбилась не в ту сторону. В общем, сделай хорошее дело. Покажи этот видос своим знакомым. Или те 2 видоса, что будут в описании. В принципе, и то хорошо. Сделай хорошее дело под Новый год. Получи плюсик в карму. Я не знаю, возможно, кому-то поможет избавиться от вредной привычки или заменить очень вредную привычку на много менее вредной. У меня, в общем-то, все. Спасибо, что досмотрел до конца. Приятного тебе и пока.